Как ни печально, подобные истории происходят достаточно часто, и в основе всего, конечно, лежат пороки. Большая часть людей смиряются с этими пороками и их носителями. Дело в том, что люди, и мужчины, и женщины, нередко просто примиряют с разнообразными негативными факторами и феноменами и в поисках собственного покоя. Более-менее устроенной жизни на многое готовы не обращать внимания. Хотя нередко именно подобная пренебрежительность и становится причиной весьма негативных последствий. Более того, нужно ясно осознавать для себя, что ответ за ваш личный выбор лежит именно на вас. Итак, попробуем отправиться в небольшое путешествие в деревню, где жила девочка по имени Вера, и узнать, почему же была такая вступительная часть. Посмотреть на конкретном примере, как подобное происходит. Вера с самого начала жила в полной семье и не знала никаких невзгод и лишений. Дело в том, что дядя Витя, ее отец, работал на вахте. И, хотя много времени не бывал дома, мог приносить достаточно существенные деньги. Да и потом отдыхал он тоже немало до следующего вахтового путешествия. Поэтому Вера и супруга Вити Ольга были в целом довольны. Однажды случилось так, что Витя погиб прямо на работе. После этого стали Ольга и Вера жить в одиночестве. Денег от предыдущих заработков практически не оставалось, и Веру, которая тогда как раз собиралась идти в 1 класс, в школу собирали всей деревней. Помимо этого, Ольге просто стали помогать, для того, чтобы как-то наладить свое хозяйство и содержать семью. Она не стала особенно пользоваться этой помощью и в итоге сказала, что нужно самостоятельно работать и постараться устраивать быт. У нее получалось и содержать ребенка, и вести хозяйство, но понятное дело, что было достаточно тяжело. После 3 лет таких трудностей все-таки собралась Ольга связать себя отношениями с другим человеком. Проблема заключалась только в том, что из деревенских было практически некого выбрать. Все были либо женаты, либо полные алкоголики и заблудшие люди, от которых, конечно, в семье больше вреда, чем пользы. Поэтому, когда за Ольгой стал ухаживать заезжий мужчина из строительной бригады, она на эти знаки внимания стала с удовольствием отвечать. Конечно, жившие по соседству друзья Ольги говорили о том, что парень этот является далеко не лучшим выбором. Был он какой-то странный. Да и в целом, хотя и остался после завершения строительных работ в Ольгином доме, связывать себя узами брака не хотел. После того, как его устроили также работать на вахту, как и Витю, он после первой вахты поссорился со всей строительной бригадой и в итоге смог устроиться только в деревне трактористом. Тем не менее, для Ольги такой вариант выглядел вполне нормальным. Она попросту не обращала внимания на возможные странности и радовалась тем, что семья выглядит так, как подобает выглядеть семье. Хотя, конечно, нужно понять, что люди зачастую стараются просто выглядеть по какому-то шаблону, сделать так, чтобы внушать ощущение внешней благопорядочности и чего-то подобного. Даже ради этого готовы обманывать себя, хотя в действительности дела обстоят гораздо хуже и иногда вообще выглядит не особенно приятно. У Веры появился весьма интересный домашний питомец. Дело в том, что новый ухажер привез с той самой вахты потерявшегося волчонка, которого они приютили и стали выращивать. Вера привязалась к этому волчонку, которого назвала Тимошкой, и когда узнала, что на самом деле Виктор, так звали ее нового отчима, привез волчонка не для того, чтобы оставить в доме, а для того, чтобы в итоге продать на притравочную станцию, была крайне расстроена. Тем не менее, даже когда волчонка туда отдали, он в итоге обратно сбегал, и так продолжалось несколько раз подряд. До тех пор, покуда сосед, Ольгин друг, не пришел к Виктору и не сказал, чтобы он не трогал ни волчонка, ни Веру, и волчонок продолжил жить в доме. Именно благодаря этому однажды Вера смогла уберечься от крупных неприятностей. К Виктору приехал знакомый, с которым они решили попариться и попить пиво. Знакомому приглянулась юная Вера, которая тогда еще немного выросла и уже приобретала облик девушки. Все похабные замечания, которые делал этот знакомый, Верин отчим не просто нормально воспринял, но и в итоге сказал, чтобы Вера пошла помогать им в парилке приносить пиво и поддавать на камни. Понятное дело, что намерения у этих подвыпивших людей были просто отвратительны и, самое главное, никого не было в доме для того, чтобы помочь девчонке. В итоге ее практически уволокли в баню, и, казалось бы, сейчас произойдет ужасная мерзость, пока не произошло следующее. Понятное дело, что намерения у этих подвыпивших людей были просто отвратительны и, самое главное, никого не было в доме для того, чтобы помочь девчонке. В итоге ее практически уволокли в баню, и, казалось бы, сейчас произойдет ужасная мерзость. Внезапно из-за бани выбежал волчонок.
Он пристально посмотрел на мужчин и рычал, показывая свои острые зубы. Подвыпившие мужчины испуганно отпрянули, но все-таки продолжали угрожать Вере. Волчонок не дал себя запугать. Он ринулся на мужчину, укусив его за ногу. Мужчина закричал от боли и попытался отогнать его, но безуспешно. Волчонок продолжал защищать Веру. Окрикнувшись от боли, мужчина понял, что его планы были разрушены. Он ретировались, оставив Лизу и волчонка в безопасности. Волчонок вернулся к девочке, облизывая ее и пытаясь успокоить. И хотя намерения у тех подвыпивших людей были отвратительными, волк сумел преградить им путь и спасти свою маленькую подругу. Он доказал, что верность и дружба могут преодолеть любые преграды, даже если это означает сражаться с враждебными силами. Дорогие друзья! Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.